Привет, ребята! В этом выпуске мы отправляемся в горный район на юге Китая, где много загадочных рукотворных пещерных жилищ. Эти пещеры были вырыты в твердых скалах. Никаких исторических записей о происхождении пещер не сохранилось, но местные хроники утверждают, что люди строили эти пещеры в качестве убежищ оборонительных систем. И происходило это в 1200-х годах нашей эры. Так были ли эти пещеры выкопаны 800 лет назад? Или у них более длинная интригующая история? Отчетливые отметины внутри этих пещер странным образом напоминают следы инструментов, которые мы видим на многих древних мегалитических объектах по всему миру. Например, в пещерах Лунгю в Китае, в пещерах Базда в Турции, в карьере Гебель-эль-Силсила в Египте. Некоторые говорят, что эти отметины от ручных инструментов, таких как зубило или кирки. Это и объясняет, почему мы видим подобные отметины на разных древних мегалитических сооружениях. Давайте сравним следы внутри древних пещер со следами, которые оставляют зубила, отбойные молотки и техника для раскопок твердых пород. Посмотрим, какие следы от современного инструмента наиболее близки по сходству с древними. Во-первых, давайте посмотрим на эти каменные пещеры на склонах утеса, расположенные в Ницзяне. Это в центральном районе Сычуаньской котловины, на юго-западе Китая. Круглые холмы из лилового песчаника составляют 90% территории города. Один из округов в Ницзяне, Вэйюань, в древние времена назывался Железной горой. Записи еще 200 года до нашей эры свидетельствуют о выдающихся работах по выплавке и производству железа в этой области. Помимо железа, это место известно производством каменной соли во времена китайских династий. Обильные полезные ископаемые и удобные пути речного транспорта сделали этот регион полем битвы между политическими силами. На протяжении тысячелетий местные жители искали убежище, строя деревни на высоких горах и скалах, чтобы скрыться от войны и защитить свои семьи. В местной уездной хронике говорится, что до 300 года нашей эры, в период Троецарствия, легендарный китайский военный стратег Чжугэлян когда-то выплавлял здесь железо для производства оружия. Он также отправил войска в деревни-крепости для борьбы с местными жителями, так называемыми варварами. Так что вполне возможно, что эти древние пещеры появились более 1700 лет назад. Тысячу лет спустя, около 1270 года, Сычуаньская котловина пострадала от монгольской оккупации. Документально подтверждено, что люди начали использовать и строить более укрепленные деревни в горах для защиты от монголов. На вершинах холмов были основаны многочисленные деревни, похожие на форты, с воротами и домами. Большинство китайцев считают, что тайные пещерные жилища были раскопаны именно в этот период. Трудно определить возраст этих каменных пещер. Хотя, если судить по каллиграфии и письменам, оставленным внутри пещер, мы можем быть уверены, что пещеры существовали задолго до нашего времени. Все эти пещеры вырыты на склонах утесов, посреди холмов, на высоте до 200 метров над землей. Они хорошо замаскированы среди бесчисленных холмов в этом регионе. Издалека очень трудно обнаружить расположение пещер, что делает их исключительно эффективными укрытиями. Чтобы добраться до пещеры, нужно сначала подняться на холм справа, а затем найти единственную узкую тропинку, ведущую к укрытию. Эти пещеры часто имеют несколько этажей с жилыми помещениями на верхних этажах. Интерьер таких пещер может быть довольно просторным, с несколькими комнатами, парадными залами, коридорами, лестницами и складскими помещениями. Эти пещеры снаружи обычно имеют одну или несколько цистерн с водой, и похоже, что они предназначены для проживания людей. Одна из самых больших пещер, Жэйзиян, состоит более чем из 10 камер, занимающих 3 этажа. Нижний уровень – в высоту около 3 метров. Его площадь – 200 квадратных метров. Части фасада пещеры покрыты каменными блоками. Возможно, блоки не входили в первоначальный проект, а были построены позже, после обрушения первоначальных стен пещеры. Во многих камерах есть небольшие ниши, которые выглядят как отверстия для балок. Основной этаж – это третий, площадь которого составляет более 800 квадратных метров или 8600 квадратных футов. Есть много интересных особенностей, таких как большие углубления, большая ванна
и более высокие сложные подоконники. В одной комнате изогнутые потолки. Этот этаж длиной 21 метр и глубиной 6 метров. Высота потолков 5-7 метров. Это большая пещера, и выкопать ее непростая задача. Повсюду внутри этих пещерных жилищ видны отчетливые следы. Такие следы есть и на подъеме к пещерам, и у подножия скалы. Опять же, эти отметины напоминают следы на других древних сооружениях в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Эти отметины довольно большие и однородные. В большинстве областей эти отчетливые отметины расположены почти идеально параллельно. Я знаю, вы можете подумать, что эти пещеры находятся в богатом железом регионе, поэтому люди могут легко использовать железо, чтобы делать зубило и молотки для раскопок в этих пещерах. Но разве могут ручные инструменты оставлять такие следы? Давайте посмотрим, как работают зубилом и какие следы оно оставляет. Вот видео, снятое в котловине Сычуань, где расположено пещерное жилище. Мы видим опытного каменщика, работающего с зубилом и молотком. И мы видим, что даже опытному каменщику очень трудно оставлять параллельные бороздки на камне в непосредственной близости друг к другу. Кроме того, в некоторых областях пещер видны большие горизонтальные отметки, хотя для людей неестественно использовать зубило, чтобы вырезать длинные горизонтальные борозды. Также люди не будут размахивать киркой горизонтально, чтобы долбить камень. Вот еще несколько видео с каменщиками, работающими зубилами. Хочу напомнить, что горный массив Вэйюань в основном состоит из лилового песчаника. Песчаник считается относительно твердым камнем с показателем твердости от 6 до 7 по шкале Mohs. Он почти такой же твердый, как гранит или сталь. Это означает, что даже с остальными зубилами было бы очень трудно вырезать песчаник вручную, не говоря уже о создании этих довольно равномерных бороздок. Кроме того, чем тверже камень, тем труднее будет сделать длинные, гладкие, равномерные и параллельные отметки, подобные тем, которые мы видим внутри пещерных жилищ. С другой стороны, если эти каменные пещеры действительно были выкопаны ручными инструментами более 800 лет назад в качестве убежища или укрытия, я не вижу необходимости украшать пещеры красивыми форменными знаками. Зачем тратить на это время, энергию и труд? У каменщиков нет причин так напрягаться, чтобы создавать эти тонко выровненные, почти параллельные бороздки, которые покрывают все внутреннее пространство пещер от пола до потолка. Кадры каменщиков, которые я показала вам, демонстрируют сложность обработки камня ручными инструментами. Особенно при попытке сделать длинные, гладкие параллельные линии. Нет смысла покрывать всю пещеру аккуратно сделанными отметинами в декоративных целях. Поэтому я думаю, что эти отметки – это следы выработки. Это означает, что у создателей пещер были гораздо лучшие инструменты. Поэтому создание таких отметин было не таким утомительным делом, как мы думаем. Некоторые, возможно, видели видеоролики о том, как мистер Тайгер создает каменный дом-пещеру с помощью отбойных молотков и алмазных буров. Давайте посмотрим, какие следы оставляют эти современные инструменты. Мистер Тайгер занимается строительным бизнесом, и он решил вырыть каменную пещеру за своим домом у подножия холма. Он снимал весь рабочий процесс и выкладывал видео в сеть. И набрал более 1 миллиона подписчиков. Забавный факт состоит в том, что мистер Тайгер и его пещерный дом родом из того же города Нидзян, где находится древнее пещерное жилище. Чтобы создать небольшое каменное пещерное жилище, мистер Тайгер потратил около 2 лет, работая неполный рабочий день. Это очень впечатляющая работа, так как он сделал все в одиночку. Первый этаж высотой 230 сантиметров и занимает площадь чуть более 10 квадратных метров. Второй этаж, который все еще находится в стадии строительства, площадью около 4,5 квадратных метра. Алмазные буры и отбойные молотки значительно прочнее и мощнее, чем ручные зубилы и молотки. Например, обычный отбойный молоток производит от 1100 до 1800 ударов в минуту. Если молоток с помощью каменщика сможет совершать удары по зубилу каждую секунду, то это всего лишь 3–5% от ударов отбойного молотка. Вдобавок ко всему, при каждом ударе отбойные молотки создают гораздо большую и постоянную силу. Электроинструменты, которыми пользовался мистер Тайгер, дали ему революционное преимущество перед ручными инструментами.
Тем не менее, мистеру Тайгеру потребовалось 2 года, чтобы создать пещеру из песчаника площадью 15 квадратных метров. Для сравнения, большая древняя пещера в Вэйюане в 67 раз больше. Если бы эта большая пещера была вырыта ручными инструментами в качестве тайника в древние времена, то сколько рабочих и сколько времени потребовалось бы, чтобы совершить этот подвиг? Будет ли это по-прежнему служить секретным убежищем, если строительство займет длительный период времени и потребует большой группы людей для работы на месте? Мы видим, что с помощью отбойного молотка мистер Тайгер может довольно легко прорезать камень и делать длинные непрерывные и гладкие бороздки. В некоторых местах следы от отбойного молотка напоминают отметки внутри древних пещер. Однако, когда мы сравниваем конечный продукт его современной каменной пещеры с древними, то древнее жилище не только намного больше, выше и сложнее, но также расположено на гораздо больших высотах в средней части холма. Это означает, что рабочим нужно будет подниматься на рабочие места со своими инструментами, что еще более усложняет задачу. Кроме того, мы можем видеть, что несмотря на то, что мистер Тайгер проделал большую работу, пытаясь сделать отметины более равномерными, его отметины далеко не такие аккуратные, однородные или последовательные, как те, что в пещерах Вэйюань. Даже с помощью электроинструментов мистер Тайгер не смог покрыть свою пещеру равномерными следами с такой же точностью. Тогда, как же эти древние пещеры на скалах были раскопаны? Сегодня, когда мы начинаем строительный проект, мы всегда хотим использовать наиболее эффективный и продуктивный метод. Судя по хорошо раскопанным пещерам в горном массиве Вэйюань, разумно предположить, что создатели пещер были очень умны и могли использовать сложные инструменты. Если долото и ручные отбойные молотки не подходят для создания этих следов в пещерах, то какие инструменты использовались для создания этих загадочных пещер? Сейчас я покажу вам следы, оставленные современными экскаваторами для твердых пород. Эти мощные машины обладают высокой режущей способностью для дробления камня. Экскаваторы и навесное оборудование для горных работ представлены в широком ассортименте, и все можно адаптировать для различных рабочих площадок и условий грунта. Их можно применять для таких работ, как рытье траншей, проходка туннелей, разработка карьеров, выемка грунта, снос, бурение и многое другое. Существуют вращающиеся барабанные фрезы различных размеров, которые можно устанавливать на различные машины. Например, одни можно прикрепить к большим машинам для земляных работ, а другие к небольшому роботу-разрушителю. Эти манипуляторы могут двигаться как вверх и вниз, так и в стороны. Они также могут создавать параллельные отметины, которые меняют направление, подобные тем, что мы видим в пещерах Вэйюань. Посмотрите на следы, которые они оставляют на камнях. Они ровные, однородные и обычно располагаются слоями. Эти типы многослойных параллельных следов, оставленных современными машинами, имеют общие черты с древними памятниками по всему миру, как в единообразии, так и в масштабах конструкций. Мы видим их в пещерах Вэйюань, в пещерах Базда, в карьере Гебель-эль-Силсила и во многих других местах. Следы от инструментов, найденные в этих древних местах, поразительны по своему сходству со следами, созданными современными машинами. Я думаю, что я предоставила достаточно доказательств, объясняющих, почему точные отметки на многих древних мегалитических сооружениях не могли быть созданы зубилами или кирками. Даже ручные электроинструменты, такие как отбойные молотки, не могут обеспечить такой же уровень качества и согласованности работы. Судя по различным отметинам в пещерах Вэйюань, некоторые небольшие участки, возможно, были обработаны именно такими инструментами, как отбойные молотки. Но они не подходят и не практичны для раскопок больших камер. Кроме того, цивилизация, обладающая технологиями отбойных молотков, вероятно, также будет иметь и большие механизмы. Опять же, нет никакой реальной причины украшать камень этими частыми, аккуратными, однородными отметинами. Причем как внутри пещер, так и на поверхностях древних каменоломен, что просто добавило бы дополнительной ненужной работы. Так почему же мы видим такие отчетливые отметки на этих мегалитических сооружениях? Я думаю, эти отметки были созданы не для декоративных целей, а в результате разработки. Вероятно, они произошли от метода выработки горных пород, который был аналогичен сегодняшнему современному оборудованию. Учитывая, что следы инструментов покрывают мелкие детали, такие как подоконники и дверные рамы,
а пещера находится в середине холма, можно предположить, что во время разработок использовалась компактная, гибкая и адаптируемая техника. Но современные машины были разработаны менее 200 лет назад. Как на этих древних сооружениях могли появиться машинные следы? Существовала ли неизвестная высокоразвитая доисторическая цивилизация со своими собственными версиями механизмов для твердой породы? А что думаете вы? Пишите ваши мысли в комментариях. Это любопытное существо, я Тина. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.